Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю один из самых нежных тортов, который есть в моем арсенале. Это торт «Мороженое Баунти». Торт многослойный, очень красивый и необыкновенно вкусный. И готовится он в течение всего лишь 1 часа, вместе уже с выпечкой и с приготовлением крема. И этот торт очень раскрыто передает вкус именно этого знаменитого мороженого. Торт будем готовить без желатина и даже без использования миксера в приготовлении бисквита. Итак, приготовим все сухие ингредиенты. 220 грамм муки, 40 грамм какао, 8 грамм разрыхлителя. Все перемешиваем и отставляем пока в сторону. Для бисквита также я беру 4 яйца среднего размера, комнатной температуры, щепотку соли. Каждое яйцо весом примерно по 50 грамм без скорлупы, 16 грамм ванильного сахара. Все это просто перемешиваем. «180 грамм сахара». Бисквит я даже буду здесь выпекать без использования какого-либо миксера. Просто венчиком буду замешивать. Это на тот случай, у кого нет даже миксера, можно приготовить. Также я добавляю туда 160 мл молока. При добавлении молока сахар растворится, за это переживать не нужно. И 40 грамм растительного масла без запаха. И все это просто перемешиваю. Всю сухую смесь просеиваю и перемешиваю также. Вы также можете замешивать все это миксером, если вам хочется, ручным миксером. Он неприхотливый очень, этот бисквит. Духовка у меня уже разогрета на 175 градусов Цельсия. Выпекать буду на режиме вверх-вниз без конвекции. Примерно 35 минут. Все это нужно смотреть по вашей духовке. Здесь у меня прямоугольная форма 28 на 18 сантиметров. Также можно брать круглую форму 26 сантиметров в диаметре. Если вы захотите приготовить маленький тортик на 18 сантиметров в диаметре форма, вдвое меньше ингредиентов здесь нужно будет брать тогда на 18 сантиметров. Когда у меня бисквит испекся, я дала ему остыть до комнатной температуры и сразу же достаю его из формы. Бисквит здесь очень неприхотливый. Его можно приготовить просто как отдельный десерт и кушать его безо всякого крема. Он влажный получается. Всегда у всех получится даже без миксера. Я разрезаю его на 2 коржа. Нижний корж делаем примерно около 2 сантиметров. То есть он будет не маленький у нас. Верхний корж, шапочку, мы сейчас будем измельчать. Нижний корж нужен здесь поплотнее, потому что слой будет сверху большой он на себе держать. И делаем его сразу таким более объемным. Ставлю его в ту же форму, в которой он выпекался. Сейчас примерно 50 мл молока мне понадобится. Это на ваше усмотрение, как вы любите, насколько влажный корж должен быть. 50-100 мл молока, скажем так. 400 мл очень холодных сливок для взбивания, жирностью не менее 30%. 500 грамм сыра маскарпоне, тоже охлажденного. И 300 грамм охлажденного из холодильника тоже творожно-сливочного сыра. 16 грамм ванильного сахара и 100 грамм сахарной пудры. Крем этот превосходный, он взбивается очень легко. Крем будет устойчивый достаточно, благодаря тому, что там хорошее количество сыра. Делю сейчас визуально этот крем на 3 равные части и буду собирать уже с ним торт. Половину этой шапочки я измельчаю сейчас в крошку и буду использовать ее в креме. То есть 1/3 часть крема приготовленного я добавляю к крошке. Крошка, когда она смешана с кремом, по вкусу ощущается совсем уже по-другому. То есть нежнейшая масса получается. И очень советую вот так приготовить, вот так сделать. Распределяю сейчас ее аккуратно очень по
коржу, потому что корж у нас пропитанный, чтобы вот не тянулась у вас эта масса за коржом. Поэтому лучше всего, когда вот такая плотная масса распределяется по коржу, использовать обязательно металлический шпатель. Можете нож здесь использовать, но не силиконовую лопатку, за ней будет тянуться масса. 50 грамм кокосовой стружки. Добавляю туда вторую часть крема. Стружка очень хорошо размокнет в этом креме. Такой совет: если у вас стружка малоароматная, вы ее предварительно можете измельчить в кофемолке, и тогда стружка станет более ароматной и нежной. Очень хорошо перемешиваю. Сразу отвечу здесь на вопрос, часто задаваемый в комментариях: можно ли использовать более бюджетные ингредиенты. Можно, конечно, использовать вместо сыра маскарпоне отвешенную сметану хорошего процента жирности. Это все на ваше усмотрение. В третью часть крема я добавляю 75 грамм растопленного темного шоколада. У меня в данном случае 50% какао. И все просто перемешиваю. Шоколад я растапливала на водяной бане. Масса будет однородная, очень красивая. Чтобы сделать побюджетнее этот крем, вы можете вместо шоколада здесь использовать 1 столовую ложку с горкой какао-порошка для выпечки. Это тоже все на ваше усмотрение. Конечно, с шоколадом вкус гораздо более богатым получается. С боков этой миски обязательно собираем всю кремовую массу и еще раз прорабатываем все это миксером. Шоколад стабилизирует массу, она будет очень плотная. И для того, чтобы у нас она хорошо нанеслась на предварительный слой, чтобы нам его не повредить, чтобы в разрезе торт тоже был красивым, выложим эту массу в кондитерский мешок. У кого нет кондитерского мешка, это не страшно. Можно использовать мешки для заморозки продуктов. Они плотные, можно срезать у них уголок и также нанести этот крем на предыдущий слой. Разравниваем, тоже желательно металлическим шпателем, либо ножом, тогда у вас крем не будет тянуться за шпателем. Силиконовую лопатку здесь не используем. Благодаря тому, что мы добавляли темный шоколад в кремовую массу, крем очень стабильный, глянцевый и красивый получается. Кокосовая стружка уже слегка набухла в креме. Мы также из кондитерского мешка наносим третий слой. Делается это на самом деле все очень-очень просто. Как вы видите, желатин мы здесь вообще не используем. Все эти слои вы также можете в принципе заменить и заварным кремом на масляной основе, кому покажется уж совсем не бюджетным этот вариант. Проходите по ссылке, я вам оставлю в описании к данному видео, как приготовить заварной крем на литр молока. Такой крем я готовила, допустим, к торту вацлавский, и можно использовать так же, как основу этот крем, также разделить этот крем на 3 части и добавить уже те ингредиенты, кокосовую стружку, шоколад, которую я указываю здесь. Но, конечно, уже лучше ничего не менять и приготовить по тому рецепту, который я указываю в этом видео. Именно на сливках и при добавлении сливочного сыра. Тогда идеально будет по вкусу мороженое Баунти. Такой торт нравится, как правило, всем, кто любит вот именно с кокосом десерты, потому что настолько он нежный получается, он того стоит. Очень советую приготовить. И вторую часть шапочки я ее измельчаю также. Можно ее измельчить в измельчителе, в блендере. И посыпаю ей уже верхний слой. Если этот тортик вы хотите приготовить на зимние праздники, его можно сразу, без использования вот этой шоколадной бисквитной крошки, покрыть просто кокосовой стружкой. И тогда будет нежнейший, очень красивый зимний десерт. Готовится он, как вы видите, даже без использования миксера в приготовлении самого бисквита. То есть уже проще некуда. Но в итоге получается нежнейший и очень вкусный тортик. Примерно на 2 часа я убирала его в холодильник. Все слои хорошо уже схватились. Вы можете его убрать на ночь, то есть его можно приготовить заранее. Ничего с ним не случится. Бисквит этот также можно испечь за пару дней заранее и потом уже использовать его в работу. Бисквит вы здесь в принципе можете использовать ваш любимый. Торт получается нежнейший. Пропитанный очень нижний корж у него.
Здесь вы можете для пропитки использовать также какао. Этот торт прекрасно нарезается на нарезные пирожные. Смотрите, какой красивый разрез у него получается. Лучше всего такие торты нарезать, конечно же, крупным ножом, чтобы не повредились эти слои, чтобы нож уже очень ровно входил в эту массу. Торт прекрасно надламывается вилкой, слои все сохраняются, они все прослеживаются. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.